Всем привет, дорогие друзья! Приглашаю вас в мой новый влог. Зашла в Бедронку и хочу вас предупредить в такой ситуации. Посмотрите, здесь ветчина сзади и здесь ветчина впереди, и есть цена. И я посмотрела на цену красную. Вот тут вот она есть, 6,99. Хочу вас предупредить, в некоторых бедронках бывает вот такая ситуация, которая произошла со мной. Они поставили две разные ветчины, одну за другой. Цену вот поставили здесь, и я подумала, что вот эта цена для этой ветчины, которая спереди. Оказывается, нет. Они поставили цену на ту ветчину, которая сзади. Я всегда думала, что те продукты, которые сзади, это просто про запас. Если не хватит, то сзади находится, как бы сказать, еще одна коробка того же самого товара. Нет. А тут эту ветчину за 9,99 они поставили над сыром. Я туда даже не посмотрела, потому что меня в этот раз сыр не интересовал. Поэтому очень внимательно смотрите на этикетки в бедронке, чтобы с вами такая ситуация не произошла. Зашла по делам в мебельный магазин. Мне нужно было посмотреть некоторые мебельные детали. И вот хочу вам показать, какие бывают у нас магазины, где можно просто купить и ножки для стола, и всякие всевозможные ручки, всевозможные детали, которые вам, возможно, иногда пригодятся для ремонта или даже для переделки некоторых вещей. В другие такие вещи случаются дома. Поэтому нужно искать такие магазины. Здесь столько всего интересного, я просто в шоке. Также здесь разные возможности для заказа кухни. И я подсмотрела, вот посмотрите, такие есть съемные, как сказать, отделения, где можно по-своему разложить и ложечки, и вилочки. И все это удобно, потому что можно вытащить одно отделение, помыть и поставить. И не нужно вытаскивать все сразу. Такого решения я еще не видела. Вот еще один такой ящичек. И здесь тоже можно по-своему себе регулировать, что куда, как сказать, разместить по размерам. Тоже очень удобно. Ну, смотрю еще, какие есть шкафчики. И посмотрите, вот нашла такие дверцы. Тоже вижу впервые, что можно открыть сразу целую секцию. А выглядит так, как будто бы открываешь две разные. Вот такое интересное решение. Не знаю, практичное ли оно, но есть. Также открыла ящички и увидела здесь вот такое решение для тарелок. Но вижу, чтобы тарелки стояли вместе и не разъезжались. Но не знаю, насколько это не то чтобы практично, но экономно для того, чтобы разместить все в ящичках. Оно немножко места занимает. Не знаю, если кто-то такое имел, напишите в комментариях, практично ли это, но место оно действительно немного занимает в ящичке. А вот эта система открывания ящика, ну, не всегда вижу, хорошо срабатывает, потому что вот так вот нажимать, видите, оно не всегда закрывается. И думаю, что могут быть проблемы. Хочу вам показать в одном старинном монастыре вот такой проход с росписями. Ну, вот как, чтобы вы имели представление, как в таких старых средневековых монастырях выглядел интерьер. Очень интересно. И можно себя почувствовать, как в таком средневековом замке, в средневековом каком-то таком помещении. Видите, стены даже расписаны, из жизни этого монастыря. Здесь все так и веет такой средневековой историей. Как будто бы попадаешь в такой даже, не знаю, фильм, что ли. Очень-очень так интересно и, как сказать, очень такие впечатления, сильные эмоции, скажу вам вот так вот. Я очень люблю такие места. Не знаю, как вы, но всегда их с удовольствием посещаю. А здесь двери, это уже вход в монастырское помещение. Туда нельзя входить светским. Туда входят только монахи. И вот оно все вот так вот закрыто. А нам можно только посмотреть предбанничек.
Вот у меня назрела проблема с плиточкой. Все зарастает мхом, и мох уже в некоторых местах покрывает все. Поэтому я решила его убрать. Вот некоторые мне говорили, что это даже красиво выглядит, но дело в том, что такую плитку очень тяжело подметать. Сейчас будет осень, и будут листья, все это надо будет сметать, и ну, грязь, вот все, пыль, вот это все собирается, и очень тяжело подметать. Это раз. А два, в некоторых местах это уже плитка заходит полностью, ее уже почти не видно. Поэтому я решила это все счистить, почистить и привести ее в божеский вид. Вот у меня такой проход, все вот это нужно почистить. А этим ножом даже неплохо получается, потому что идет быстро. Сейчас были дожди, все размокло, и оно сходит просто на ура. Но приложить усилия нужно. И вот мы с мужем каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть. Иногда дети помогают, и мы это все счищаем. Все-таки, ну, другого выхода я не нашла. Если кто-то знает, как бороться за чистоту вот такой тротуарной плитки, это у нас северная сторона, обязательно напишите в комментариях. Может, вы знаете способ, который занимает меньше времени, или как, например, сделать так, чтобы эта плитка таким мхом не покрылась. Впервые вижу, как плачет сосна капельками смолы. Вот так оно выглядит. Если бы такая смола попала в море, наверное, получился бы янтарь. Но вот такой вот интересный факт. Посмотрите, как это выглядит. Гуляли мы гуляли и попали на вот такой матч. Одно, как бы сказать, ну, как сказать, не деревня, ну, можно даже сказать, одна деревня против другой. Есть вот такой вот стадион, который из бюджета сельсовета спонсируется. И вот теперь они тут соревнуются за звание какое-то, даже не знаю, потому что мы не в курсе. Но зашли, смотрим, эмоции зашкаливают, все друг друга знают, формы, все как должно быть. Ну вот, матч подходит уже к концу. Я не фанат футбола, муж смотрит, ему нравится. Пусть смотрит, я посижу, посмотрю также. А с вами уже буду прощаться. Мы идем домой. До новых встреч. Пока-пока.